Продолжая свое повествование, великий мудрец Майтрея сказал: выслушав молитву Махараджи Притху, Господь, взору которого открыта вся Вселенная, обратился к царю с такими словами: «Дорогой царь, я благословляю тебя на то, чтобы ты всегда служил мне с любовью и преданностью. Только человек, который, подобно тебе, не помышляет ни о чем другом, кроме служения мне, может преодолеть неодолимую иллюзорную энергию майи». Purport. This is also confirmed in Bhagavad Gita, wherein the Lord also claims that the illusory energy is insurmountable. Комментарий. О том же самом сказано в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что иллюзорная энергия неодолима. No one can transcend the illusory energy of Maya by fruitive activity, speculative philosophy, or mystic yoga. Ни комическая деятельность, ни философское размышление, ни занятия мистической йогой не дают человеку возможности выйти из-под власти иллюзорной энергии майи. The only means for transcending illusory energy is devotional service, as the Lord Himself states, Mam evaye prapatante mayam etam tarantite. Сам Господь говорит, что преодолеть влияние иллюзорной энергии может только тот, кто занимается преданным служением. Мам эвае прапатанте mayam etam tarantite. If one wants to cross over the ocean of material existence, there's no alternative than to take to devotional service. Для того, кто хочет переправиться через океан материальной жизни, есть только один путь – преданное служение Господу. A devotee, therefore, should not care for any material position, whether in heaven or in hell. Поэтому чистый преданный не видит разницы между раем и адом. Где бы он ни оказался, он будет служить Господу, ибо это его истинный долг. If your devotee should always engage in the service of the Lord, for that is his real occupation. Где бы он ни оказался, он будет служить Господу, ибо это его истинный долг. Simply by sticking to that position, one can overcome the stringent laws of material nature. Только так можно выйти из-под власти суровых законов материальной природы. Namo Om Vishwavadaya Krishna Krishnaya Gurave Shrimati Bhaktivedanta Swami Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Vishayani Nirvishesha Shunyavadi Paschatyavishatani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gauravatarinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So let us first see that Bhagavad Gita verse. Мы посмотрим этот стих из Бхагавад-гиты. Daivesha Gunamayi, Mama, very often quoted verse. Очень часто цитируется этот стих. This divine energy of mind, Krishna explains, consisting of the three modes of material nature. Кришна объясняет, что эта моя божественная энергия состоит из трех гун материальной природы. It's difficult to overcome. Ее очень трудно преодолеть. But those who have surrendered unto me, но те, кто предался мне, can easily cross beyond it. легко выходят из-под ее влияния. So when we talk about material nature, we mean to say the three modes of material nature. Когда мы говорим о материальной природе, мы имеем в виду три гуны материальной природы. And we have practical experience how the living entity becomes entangled in these modes of nature. И у нас есть практический опыт того, как живое существо запутывается в этих трех гунах. As Krishna so nicely explains in the Bhagavad Gita, the symptoms of these modes. Кришна предельно ясно объясняет в Бхагавад-гите признаки этих гун. Symptoms of the mode of goodness. Признаки или качества гуны благости. Although the activities in the mode of goodness seem to be pious, Несмотря на то, что деятельность в гуне благости кажется благочестивой, but
But still, even such activities in the mode of goodness binds one to this material existence. Тем не менее, такая благочестивая деятельность в гуне благости сковывает человека, привязывает его к этому материальному миру. And the mode of passion is being explained. Также объясняется гунострастие. Again, those activities bind one to this material world. Опять-таки деятельность в гуне страсти привязывает человека к этому материальному миру. And again, activities in the mode of ignorance, they also bind one to this material world. И также привязывает живое существо к материальному миру деятельность в гуне невежества. Just like a very strong rope consists of 3 ropes, smaller ropes, which are intertwined. Подобно тому, как крепкая веревка или канат состоит из 3 переплетенных веревочек, just like our Mataji's. как вот наши матаджи. They're supposed to tie the hair in the back in the same way, 3 strands of hair and then intertwined like this. Предполагается, что они свои волосы заплетают в косичку. And you can pull very nicely. Очень хорошо можно схватиться и потянуть. Very strong. Очень крепкая веревочка получается. So like this, the ropes are very, very strong. You cannot easily, sever or crack such a rope. Таким образом, такая веревка очень крепкая, невозможно ее разорвать. Even big ocean liners, they're being pulled by such a rope. Даже большие into the harbor. Большие корабли их пришвартовывают к пристани при помощи таких веревок. So just like the living entity, Jivatma, originally very powerful, being a part and parcel of Krishna's spiritual energy, belonging to the spiritual energy, very powerful. Также живое существо Дживатма, будущее, неотъемлемой частичкой Кришны, имея духовную природу, является очень могущественным. But the ropes of the gunas, the 3 modes of material nature, living entities being pulled into the harbor of this material existence. Но крепкие веревки материальных гун, они притягивают живое существо в гавань материального существования. And it appears to be impossible to overcome the influence of the modes of nature. И кажется, что просто невозможно выйти из-под влияния гун материальной природы. Because they are all pervading. Потому что они все пронизывающие. Our thoughts are being surcharged by the modes of material nature. Они проникают даже в наши мысли, Our desires, в наши желания, our activities, в нашу деятельность, everything. во все. Our body consists of the modes of material nature, it's a manifestation of the influence of the modes of material nature. Our entire physical body. И наше тело полностью состоит из гун материальной природы, оно является проявлением этих гун. Because we misuse our independence. Поскольку мы неправильно распорядились нашей независимостью. The living entity has given an amount of independence. Живому существу предоставляется определенная свобода, независимость. Being part and parcel of Krishna. Поскольку она является неотъемлемой частичкой Кришны. Lord Krishna is described right in the beginning of Srimad Bhagavatam as Swarat. В начале Шримад Бхагаватам Господь Кришна описывается как Сварат. He's completely independent. He doesn't depend on anything. Он абсолютно независим, ни от чего не зависит. As part and parcel of Krishna, we also Swarat. И будучи неотъемлемыми частичками Кришны, мы тоже Сварат. But still, we depend on Krishna. Но тем не менее, мы зависим от Кришны. That's the difference. Вот в чем различие. Between the whole and the part of the whole. Между целым и частичкой целого. Just like often we give the example of the hand or the fingers of the hand. Мы часто приводим пример с рукой или с пальцами руки. Any part of the body, it has a certain amount of independence. Каждая часть тела имеет определенное количество независимости. And the hand can do, in one sense, whatever it likes. В каком-то смысле можно сказать, что рука может делать, что ей захочется. As
it not? Разве не так? Anything, whatever you want, you can do. Все, что ей захочется, она может делать. But still it depends on the entire body. Но тем не менее, она зависит от тела целиком. Because the mind, intelligence, dictates the hand what to do. Потому что ум и разум приказывают руке, что ей делать. My eyes cannot see properly, and the mind dictates the hand. Now you grab the spectacles and you put it on the nose. Если мои глаза видят не очень хорошо, то ум приказывает руке: возьми очки и одень их на нос. If the hands do it, then it's a proper relationship, a healthy relationship. И если рука делает это, то значит у нее здоровые взаимоотношения с телом. But the hand doesn't have to do it. Но рука не должна это делать. You could argue. Она может поспорить. Why I always have to? Why not the legs? А что это я всегда должна? You could also grab the leg. Почему не ноги? Ноги тоже могут взять очки. No, arguing, there's something wrong with the hand. Если рука спорит, то значит с ней не все в порядке. You want the hand to do something, and do something else. И вы хотите, чтобы рука что-то сделала, а она делает что-то другое. You want to comb your hair. Вы хотите расчесать волосы. And the hand begins to brush the teeth. There's something wrong. А рука начинает чистить зубы. Что-то не так. So independence is there. Итак, независимость определенная есть. Any part of the body can do whatever it likes. Любая часть тела может делать то, что ей хочется. But that independence, it still depends on the overall function of the entire body. Но эта небольшая независимость все-таки находится в зависимости от тела в целом. Like this living entity has independence, we can do whatever we want. И также живые существа обладают определенной независимостью. Они могут делать, что им захочется. We can go to hell, we can go to heaven. Можем отправиться в ад, можем в рай. Whatever we want. Все, что хотим. Doesn't matter. Неважно. But in our relationship with Krishna, that's a disease, a confused condition. Но в наших отношениях с Кришной это положение больного. Because Lord Krishna clearly instructs the living entity in the Bhagavad Gita. Потому что Господь Кришна очень ясно наставляет живое существо в Бхагавад-гите. Now you surrender unto me. Предайся мне. That's Krishna's instruction, surrender unto me. Это наставление Кришны, предаться ему. Act according to my instructions, to my advice. Действуй в соответствии с моими указаниями, с моими советами. The living entity is so bewildered, so confused, it just argues, no, why? Но живое существо настолько сбито с толку, что оно начинает спорить. А почему? Surrender, no, why? Предайся мне? Нет. Почему? In one class, Shrila Prabhupada explained that's the material disease of the living entity. В одной из лекций Шрила Прабхупада объяснял, что такова болезнь, материальная болезнь живого It doesn't want to bow down, it doesn't want to surrender. Оно не хочет предаваться, не хочет склонять свою голову. That's our confusion. В этом наша проблема. We don't want to surrender to Krishna. Мы не хотим предаваться Кришне. That's why we are here. Вот поэтому мы с вами здесь. And yes, we can do whatever we want. И да, мы можем делать, что нам захочется. But that ultimately will not make us happy. Но в конечном счете это не сделает нас счастливыми. The wish, the living entity, if there's some intelligence, gradually begins to experience. И обладая разумом, живое существо постепенно начинает получать такой опыт. Whatever I do independently from Krishna, that doesn't really make me happy. Что бы я ни делал, независимо от Кришны, это не приносит мне счастья. It doesn't matter what I try to do. И не важно, что бы я ни пытался делать. That ultimate state of being completely satisfied, it never takes place. И с живым существом никогда не происходит такого, что оно оказывается в конечном состоянии удовлетворенности. Because it is an illusory concept. Потому что это иллюзорная концепция. It is not reality. Это не является реальностью. Living being can never be fully happy, fully satisfied, unless it surrenders to Krishna. Живое существо
существо никогда не будет полностью счастливо и удовлетворено, если оно не предастся Верховному Господу. And of course, Krishna doesn't demand. He doesn't demand surrender. И, конечно же, Кришна не требует от нас предания. How can he? Как он может? That is not love. Это не любовь. You surrender to me, and then you, with a gun pointed ahead. А ну-ка предайся мне, говорит Кришна, с пистолетом в руке. Love me. Люби меня. Doesn't work. Так не работает. That love has to be voluntary. Любовь, она должна быть добровольной. Out of my own decision, this is my individual decision, not being influenced by anything. Это мое личное решение. На это решение никто не может повлиять. It is my own decision. Это мое личное решение. To surrender to you, to serve you, to love you. Предаться тебе, служить тебе, любить тебя. It cannot be forced. Нельзя заставлять. In this way, Lord Krishna does not force any living entity. Таким же образом Господь Кришна не заставляет никого из нас to surrender to Him, предаться Ему, to serve Him, to love Him. служить Ему, любить Его. He has given that freedom. Он дает нам эту свободу. Freedom of choice. Свободу выбора. And that facility created by Krishna, Это возможность, которую дает нам Кришна. it is very powerful. Эта возможность очень могущественная. Whatever Lord Krishna does, it is perfect. Что бы Господь Кришна ни делал, это совершенно. And Lord Krishna creates that illusion for the living entity. И если Господь Кришна создает эту иллюзию для живого существа, To exist in such a way that it doesn't have to surrender to Krishna. существовать в таких условиях, в которых оно не должно предаваться Кришне, That facility, that illusion is perfect. то эта возможность или эта иллюзия, она совершенна. Therefore Krishna states, it is not possible. Out of one's own accord, the living entity cannot overcome that illusion. Поэтому Господь Кришна утверждает здесь, что благодаря собственным усилиям живое существо не может выйти из-под влияния материальной природы. The living entity has to surrender to the creator of that illusion. И поэтому живое существо должно предаться создателю этой иллюзии. But kindly lift that curtain of Maya. Пожалуйста, убери этот занавес майи, Because I cannot do it. потому что сам я не могу этого сделать. This Maya Shakti is so powerful. Майя Шакти настолько могущественна. We have practical experience. У нас есть практический опыт этого. Sometimes when the influence of Maya is there, Иногда, когда майя очень сильно влияет на нас, it just sweeps you off your feet. она просто сбивает нас с ног. You know that expression? So it's like if you walk on ice. Подобно тому, как вы идете по скользкой поверхности, по льду. All of a sudden you land on your back. И вдруг вы уже лежите на спине. It's beyond your control. Это вне вашей власти. The Maya acts like that. И майя действует. In a fraction of a second, you're just on your behind. Майя действует таким же образом. Буквально за полсекунды вы уже на спине лежите. Being completely overpowered by Maya. Полностью повержены майей. Again, thinking, I'm the enjoyer. И снова человек думает, я наслаждающийся. I'm the Ishvara. Я Ишвара. I'm the controller. Я контролирующий. So many false concepts. Настолько так много ложных отождествлений. It can happen in a fraction of a second. И все это происходит за долю секунды. The only possible way to become free from that influence of the three modes of the nature is to surrender to Krishna. И единственная возможность выйти из влияния трех гун материальной природы – предаться Кришне. Шрила Prabhupada explains in the purport. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Верховный Господь обладает множеством энергий, и все эти энергии божественные. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine due to contact with material energy, their original superior power is covered. И живое существо, несмотря на то, что оно является частью духовной высшей энергии Господа, соприкасаясь с
низшее мировоззрение, оно не может обладать этим могуществом. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. Соприкасаясь с материальной энергией, живое существо не может выйти из-под ее влияния. Related to that famous verse in the Bhagavad Gita, и ссылаясь на этот известный стих из Бхагавад-гиты, Lord Krishna states that when Arjuna, he instructs Arjuna to surrender to him. Savanamam parityaja mamekam savanam bhaja. Give up all these religious or dharmic activities. Когда Кришна уговаривает Арджуну вступить в сражение, он говорит ему: Саранхарам паритяджа, пожалуйста, откажись от всех религий, просто предайся мне. And just surrender to me. И просто предайся мне. Because in the previous verse, Lord Krishna stated потому что в предыдущем стихе Господь Кришна говорил, that one should always think of Krishna, worship Krishna, surrender to Krishna. Что человек все время должен думать о нем, служить ему, предаваться ему. And Arjuna thought that is not possible for me. И Арджуна подумал: это невозможно для меня. Because yesham tvandagarantatam, that at first the living entity has to be completely freed from all sinful activities. Потому что для начала живое существо должно полностью освободиться от греховной деятельности. And the persons who have acted in previous lives and in this life piously. И те, кто и в предыдущих жизнях, и в этой жизни действует благочестиво, and whose sinful actions are completely eradicated, и те, кто полностью отказался от греховной деятельности, are freed from the dualities of illusion. а те свободны от двойственности и иллюзии. And in this way they engage themselves in Krishna's service. Таким образом, в этом состоянии они занимаются преданным служением Кришне. That was the previous verse. Это было в предыдущем стихе. And Arjuna thought, no, I'm not on that platform. И Арджуна подумал: я еще не на этом уровне. Therefore I cannot surrender to Krishna. Поэтому я не могу предаться Кришне. Savanamam parityaja, not possible. Это невозможно для меня. He thought first I have to follow all these rituals, dharmic activities, prayashita, to become free from sinful reactions. Он думал, что для начала ему нужно пройти все ритуалы, все процедуры, чтобы очиститься от последствий своей греховной деятельности. There are so many different types of prayashita. Есть разные виды праяшчита. Prayashita means counteract sinful reactions. Праяшчита означает то, что позволяет преодолеть греховную деятельность. Krishra, Chandrayana, Kusmanda, Vaishvanara, Ratapati, Pavitrishti, Krivit, Agnishtoma, is all different prayashitas. Все это разные виды праяшчита. There's a Chandrayana, for instance. Например, есть праяшчита под названием Чандраяна. You have to every day, how to explain, the waxing moon. Waxing moon. When the moon is increasing gradually, getting bigger and bigger. Во время растущей луны. Then every day you have to eat you're allowed to eat one handful more of food. More food. One handful more food. Вам разрешается есть только одну пригоршню еды. А с каждым днем больше на одну пригоршню еды. And then the morning moon, when the moon reduces, и когда луна убывает, then accordingly every day less food, less food, less food, less food. также вам следует с каждым днем уменьшать количество принимаемой пищи. Till you fast. И таким образом дойти до поста. And then when the moon again increases, the next day you can eat one handful of food, two handful of food, I think. И снова, когда луна растет, вы принимаете в первый день одну пригоршню еды, и так снова растет. It's a very austere process. Это очень аскетичная процедура. And similarly, there are so many other prayashita activities. Подобным же образом есть другие праяшчиты. So Arjuna thought, I have to follow first these
rituals and these kind of activities to purify myself. И Арджуна подумал, что вначале ему следует пройти все эти очистительные процедуры. This is what is meant in that verse by Dharma. Вот что имеется в виду в этом стихе под словом «дхарма». This is what the Vaishnavacharyas explain. Так объясняют Вайшнава-ачарьи. Not to give up religion. Не в смысле «откажись от религии». Krishna appeared in this world to re-establish Dharma. Кришна явился в этом мире, чтобы восстановить дхарму. But these kind of activities, Но вот эти виды деятельности, Lord Krishna instructs, and that there's no need, Arjuna, for you to perform such activities. No need. то есть Господь Кришна говорит: Арджуна, тебе не нужно всем этим заниматься. Give up such activities. Откажись от этой деятельности And just surrender to me. и просто предайся мне. Because by surrendering unto Krishna, immediately all sinful reactions are being dissipated, cleared. Потому что когда человек предается Кришне, все последствия его греховной деятельности исчезают. Just by coming in contact with Krishna. Просто соприкасаясь с Кришной. Just by once chanting Lord Krishna's name. Только благодаря одному произнесению имени Кришны. Krishna. Просто Кришна. So many sinful reactions are being destroyed. Так много последствий греховных поступков разрушаются. You cannot even create in one lifetime. Столько последствий, которые вы не можете совершить за целую жизнь. So many sinful reactions are being destroyed. Столько греховных последствий разрушаются. So this is why Krishna instructs Arjuna in this way. Just surrender to me and don't worry. Именно поэтому Кришна здесь таким образом наставляет Арджуну: просто предайся и не переживай. And what about all these sinful reactions I have to? No, don't worry. Арджуна думал: а что, как быть с моими всеми грехами? Но Кришна сказал: не переживай. I will protect you. Я тебя защищу. You don't have to worry. Не переживай за это. Protection means these sinful reactions will not, harm you, or they will have no effect on you. Защита означает, что все эти последствия греховных поступков не причинят тебе вреда. That means protection. Это означает защита. And what about how can I maintain myself when I surrender to you? Арджуна думал: как я буду себя поддерживать, когда я тебе предамся? Because I have so many duties to fulfill. У меня так много обязанностей. Don't worry. Не переживай за это. I will protect what you have. Я оставлю все, что у тебя есть. Whatever you require, I will supply. И дам тебе все, в чем ты нуждаешься. Don't worry. Не переживай. Just surrender. Просто предайся. There was this one Brahmana, very poor Brahmana. Жил-был один бедный брахман. And his wife always lamenting. И его жена все время оскорбила. We don't have this, we don't have that. Why don't you? You're so lazy. Do something. У нас нет этого, нет того. Ты такой ленивый, ну сделай же что-нибудь. Now daughter is already grown up. She has to be married. Дочка уже подросла, ей нужно замуж выдать. And we don't have any, nothing to give. How do you call this? Dowry. Dowry. Huh? Dowry. И нам нечего дать ей как преданное. We don't have. We are so poor. Мы такие бедные. Go out and do something. Be active. Do something. Пойди что-нибудь сделать. He said, no, I'm a poor Brahmana. Ну что я могу сделать? Я бедный брахман. I don't know how to make this money and profit calculation. I cannot relate to this. Я вообще не знаю, как деньги зарабатывать. And then she pleaded to her husband, at least go to Krishna. Она попросила его: ну хотя бы сходи к Кришне. Close by to that village, Lord Krishna always performed his pastimes. Недалеко от нашей деревни Кришна проводит свои игры. And Krishna, he is the son of Nanda Maharaj, very wealthy. А Кришна, он сын Нанды Махараджа, очень богатого человека. So why don't you ask Krishna? Попросил его. He certainly is very generous, he will give you. Он очень щедрый, что-нибудь тебе даст. And then all our problems are solved. И тогда все наши проблемы будут решены. So very reluctantly he surrendered. Ну, в общем, нехотя он согласился. And he approached Lord Krishna. И обратился к Господу Кришне.
And Krishna being very, very kind, И Кришна был с ним очень добр. especially toward the Brahmanas. Он особенно добр к браманам. Yes, yes, sure. I will give you the most precious thing I have in my possession. Конечно, я дам тебе самое драгоценное, что только у меня есть. And then Lord Krishna looked at Srimati Radharani. И потом Господь Кришна взглянул на Шримати Радхарани. You can take her. Забирай ее. And then, of course, Srimati Radharani was crying. И, конечно же, Шримати Радхарани No, you cannot do this. You cannot just give me away. начала плакать и сказала: нет, нет, не отдавай меня. And the Brahmana was also starting to weep. И Брахма тоже уже начал всхлипывать. Oh, now if I come back with a second daughter, my wife will kill me. Если я приду домой с еще одной дочкой, то жена меня просто прикончит. I cannot do this. Я не могу так. So both were crying. И вот оба плакали. And then Krishna thought, oh, now we have some problem. И Кришна подумал: ну, теперь у нас проблема. Then he just arranged a scale. И тогда он попросил организовать весы такие с двумя чашами. And on one side he placed Srimati Radharani on the scale. И на одну чашу он усадил Шримати Радхарани. And he asked all the present gopis, И попросил всех присутствующих годы: take all your jewelry and your bracelets and all whatever you have, put it on the other side of the scale. снять все их украшения, сережки, браслеты и положить на вторую чашу. And then when it was even, И когда чаши весов выровнялись, he looked at the Brahmana. он посмотрел на Брахмана Is this all right? и сказал: ну что, тебе хватит? Oh, he was so happy. Брахман был очень He счастлив. took all the jewelries and wealth from the other side of the scale and he took it home. Он взял все эти украшения, богатства и отнес домой. And his wife was very happy. И его жена была очень счастлива. But Krishna is not a miser. Кришна, он не скупец. Whatever the devotee requires, certainly Krishna will supply. В чем бы ни нуждался преданный, Кришна все ему даст. But he knows best what we need Но Кришна лучше знает, в чем мы нуждаемся and what we don't need. и в чем мы не нуждаемся. That he knows better than we do. Это он знает лучше, чем мы. Our only business is to surrender to Krishna. Единственное, что мы должны сделать, так это предаться ему. Never mind what our initial motivation might be. Не думая о том, каков наш изначальный мотив. Akama, sarakama, moksha-kama, udadadi. Whether you have so many material desires, Если у нас много материальных желаний, it doesn't matter. At least approach Krishna. не важно, просто обратитесь к Кришне. Not some material, wealthy persons or the demigods. Не обращайтесь к какому-то богатому человеку или полубогу. Go to Krishna. Отправляйтесь к Кришне. And by that, one becomes purified. Таким образом вы очиститесь. There are so many stories in this regard. А есть так много историй об этом. Famous one, the thief. Одна из известных историй о воре. You all know the story. Вы все знаете эту историю. Yeah, you know. That was his initial motivation. He wanted to steal the crown and the necklace and from Krishna. Его изначальный мотив был украсть корону и ожерелье у Кришны. This is why he approached Krishna. И именно для этого он обратился к Кришне. Give me your crown. Отдай-ка мне свою корону. Very wealthy. Она очень дорогая. But Lord Krishna tricked him. Но Господь Кришна обманул его. Okay, take my crown. Хорошо, бери корону. Oh, he was very surprised. Вор очень сильно удивился. He wanted to walk away. Он уже хотел уйти. And then Krishna tricked him. Но Кришна его обманул. You're pretty foolish. Ты абсолютный глупец. You're not very intelligent. Ты не очень разумен. You walk away with this, cheap crown. You didn't see my nose ring. Ты уходишь с этой дешевой короной, а вот, например, колечко у меня в носу. There's a pearl in my nose ring. А в нем жемчужина. And it's so valuable. Оно такое ценное. It's a pearl which is taken from the skull of an elephant. Потому что эта жемчужина взята из черепа слона. Very rare.
очень редкое. Sometimes it happens that inside the skull of an elephant is a pearl. Иногда так происходит, что в черепе слона находится жемчужина. And they're extremely expensive. И она очень дорогая. So Lord Krishna, he has such a pearl. И у Господа Кришны есть такая жемчужина. And so gradually, and then what about my necklace? А вот у меня еще ожерелье есть. It is so much more valuable. Оно еще более ценно. And like this bit by bit. И так далее. And then at the end, he pointed to his ankle bells. И в конце концов Кришна указал на свои ножные колокольчики. And then the thief had to untie the ankle bell. И вор должен был их снимать. But very difficult. Но их очень сложно снять. Because Lord Krishna is always dancing. Потому что Господь Кришна постоянно танцует. And this is why Mother Yashoda, she ties, the string to hold the ankle bells very, very, very tight, so that it doesn't fall out. И поэтому матушка Яшода очень-очень крепко привязывает ножные колокольчики к его щекоткам, чтобы они не слетели во время танца. So he tried to open that string. И, в общем, этот вор пытался их развязать. While he tried, he was slipping off sometimes, touching Krishna's lotus feet. И у него иногда пальцы соскальзывали, и он прикасался к лотосным стопам Кришны. As soon as he touched Krishna's lotus feet, и как только он коснулся к лотосным стопам Господа Кришны, all his material motivations to steal was all finished, all purified. Все его корыстные желания ограбить Господа Кришны исчезли. And then he said, "Oh Krishna, I don't want anything." И тогда он сказал: «О Кришна, я уже больше ничего не хочу». Why are you so sentimental? You're a thief. You're not supposed to. Что такое сентиментальное? Ты же вор, ты должен быть серьезным. No. Нет, мне ничего не нужно. I want to give everything back to you. Я хочу тебе все отдать. Please let me dress you. Пожалуйста, можно я тебя одену? And then he took everything back. Украшу. И он все вернул Кришне. But in such a wonderful way. Таким замечательным образом, that when Lord Krishna returned home, что когда Господь Кришна вернулся домой, Mother Yashoda immediately noticed that I didn't dress like this. Мама Яшода сразу же заметила, что я тебя так не одевала. Who did this? Кто это сделал? Some friend. Друг там. Bring him home. Приводи его домой. I want to meet him. I want to see him. Я хочу с ним познакомиться. No, he's a little eccentric. Он немножко не себе. So this way, Lord Krishna visited the thief every day. И таким образом Господь Кришна каждый день приходил к этому вору. And they had these wonderful, loving exchanges. И они замечательно с любовью проводили время. And after some days, the thief, he felt such an ecstasy. И в какой-то из дней этот вор почувствовал такой экстаз, that he could not remain in his physical body. Что он просто уже не мог оставаться в своем теле. Just went home back to God. Он вернулся домой к Богу. So just see, just by coming in contact with Krishna. Посмотрите, просто соприкоснувшись с Кришной. That's all we have to do. Это все, что нам нужно сделать. Just remain in contact with Krishna. Просто оставаться в контакте с Кришной. Somehow or other. Так или иначе. And our life will be perfect. И наша жизнь увенчается успехом. Харе Кришна. Yes. Гуннар, спасибо большое за очень интересное и сладкое объяснение. Скажите, пожалуйста, вот это бхакти, величество. Thank you very much for the sweet explanations. Скажите, пожалуйста, это бхакти, о котором шло речь в лекции, которая в тексте названа «Бхакти», которую Рупа Свами называет Уттама Бхакти. Это определенный такой уровень, которого преданный достигать в пору глубокой духовной зрелости. Или это настроение, которое просто нужно развить, начиная со шрамки. This bhakti, Uttama Bhakti, about what Шрила Прабхупада Свами tells us, is it a platform, a level on which we have to come, or it is some mood with what we have to practice
Is the level, is the Uttama Bhakti, is some platform we have to reach? Yes. Or it is some mood with what we have to practice from the very beginning? It simply means pure devotional service. Нет, это просто означает чистое преданное служение. Jnana tamaganavitam, that bhakti which is free from the influence of a karma jnana. Это бхакти, свободное от влияния кармы и вьяна. And mystic yoga as well. И мистической йоги. Кришна объясняет здесь. It's free. Это бхакти свободно от всего этого. No desire Никаких желаний. for performing fruitive activities to enjoy through fruitive activities. Никаких желаний заниматься деятельностью ради плодов и наслаждаться ими. No desire for mental speculation. Никаких желаний философских размышлений. No desire to develop material powers. Никаких желаний развивать мистические силы. Only one desire, and that is to perform devotional service to please Krishna, nothing else. Только одно желание — совершать преданное служение для удовлетворения Кришны, и все. Why do I chant? Зачем я воспеваю? That's a devotional service, chanting Это преданное служение, to please Krishna. для удовлетворения Кришны. Why do I study these books? Зачем я изучаю эти книги? Because it pleases Krishna. Потому что это удовлетворяет Кришну. Why do I worship the deities? Зачем я поклоняюсь божествам? It pleases Krishna. Это радует Кришну. It's the only desire, only motivation То есть у преданного одно желание, один мотив to please Krishna. — удовлетворить Кришну. That is Uttama Bhakti. Это Уттама Бхакти. So that platform we have to reach. И вот этого уровня мы должны достичь. We cannot artificially imitate it. Мы не можем искусственно подражать. Not possible. Это невозможно. The heart has to become purified. Сердце должно очиститься. We cannot artificially adopt such a move. Вы не можете искусственно просто пересадить себе это настроение, принять его, If the heart is not purified. если сердце не очищено. We should never do anything artificial. Мы ничего не должны делать искусственным образом. A very important point. Это очень важно. We have to act according to our platform. Мы должны действовать в соответствии со своим уровнем. And then gradually become purified. И постепенно мы очистимся. Not adopt a platform which is meant for someone else. А не принимать уровень, предназначенный для кого-то другого. Because we will not be able to maintain it. Потому что мы не способны оставаться или поддерживать себя на этом уровне. Если мы должны занять свои привязанности в сознании Кришны и в служении Кришне, задействуя их, то как мы можем задействовать, например, свою привязанность к сигаретам и азартным играм? If we have to engage our attachments in devotional service, how can we engage, for example, attachments to cigarettes, to smoking, and gambling? No, we cannot engage these. We have to give them up. Нет, эту деятельность мы не можем задействовать, мы должны от нее отказаться. And that means to follow the rules and regulations. Это означает следовать правилам и ограничениям. Whatever we cannot engage in Krishna service, that we have to renounce, we have to give up. Все, что не относится к служению Кришны, от этого мы должны отказаться. I have a desire to swallow poison. Например, у меня есть желание выпить яду. How can I engage it in Krishna service? Как я могу это занять в служении Кришны? They have to give it up. Нет, от этого нужно отказаться. Stop this. These activities which destroy the physical body, which destroy the mind, which destroys the intelligence, that we have to give up. Мы должны отказаться от действий, которые разрушают наше тело и наш ум. That's for our own benefit. Это для нашего же блага. Why do we follow these rules when it benefits us? Зачем мы следуем этим правилам и предписаниям? Они приносят нам благо. It's well known
every cigarette in a pack is mentioned. Всем известно, на каждой пачке сигарет написано. It is what is mentioned now. Smoking causes the cancer, or it can kill you. Smoking can kill you. Smoking causes cancer. Курение убивает, курение вызывает рак. There's one I have seen on the airplane. Я в самолете видел такую надпись. There was one cigarette pack on the table. На столе лежала пачка с сигаретами. When I walked to the bathroom, Я шел в уборную. one person had this on the table. И у одного человека на столе лежала пачка сигарет. Of course, I cannot smoke in the airplane, but he had it on the table. Ну, курить в самолете там не мог, но пачка сигарет у него лежала. And I couldn't believe my eyes. И я своими глазами не поверил. There was a picture on the front of the pack. На передней части пачки была такая фотография, картинка. With a person who had some throat cancer. Человека, у которого был рак горла. They removed it. Они вырезали And there was a big hole in the throat. И там была такая дырка. So that picture was in a cigarette pack. И эта его фотография была на пачке с сигаретами. So these harmful activities which harm ourselves. То есть вся деятельность, которая причиняет нам вред, of course we can engage them in Krishna service. Конечно же, мы не можем ее занять в преданном служении. We just have to give it up. Мы должны просто отказаться. This is beneficial for us. Потому что это благо для нас. But we talk about material desires which can be engaged in Krishna service. Но тогда мы говорили о материальных желаниях, которые можно занять в преданном служении. We gave the example, I want to make music. Мы приводили пример, я хочу заниматься музыкой. It's not a self-destructive activity. Это не то, что разрушает нас. Then we can engage. What? Not exactly. You would take example of doors. No, music. Ну, приводит пример разных групп, которые могут разрушать. Поэтому Махарадж говорит, в целом о музыке говорим. Music can be engaged. Музыку можно занять. If you don't engage it in Krishna service, если вы не занимаетесь при этом служении, then you might end up то можно закончить очень плохо. With throat cancer. Можно закончить с раком горла. But this is music in itself, it is not destructive. Но музыка сама по себе не разрушает. So that can be engaged. We can make music for Krishna. И это можно занять. Мы можем заниматься музыкой для Кришны. Like yesterday, there was a cultural program. Как вчера была культурная программа. We had different, superstars. У нас были разные звезды. Singing so nice. Замечательно пели. What was her name? The famous Mataji. She's a musician. Как зовут ее? Katya? Катя. Huh? Катя. I don't hear. Катя. Katya. Very famous. Очень известная. I was missing the guitar player. Конечно, гитариста не хватало. She usually performs with the guitar player. Обычно она с гитаристом выступает. Really good. Очень хорошо поет. That we can engage in Krishna service. Вот это можно занять в служении Кришне. Musical skills. Музыкальные способности. Painting. You see, we can paint. Художественные способности также можно занять в служении Кришне. All can be engaged. Все это можно занять. I want to marry. Я хочу жениться или выйти замуж. If we don't do it, если мы это не сделаем, in Krishna service, в служении Кришне, we might end up having problems. то у нас будут большие проблемы. And then can be engaged in Krishna service. Это также можно занять в служении Кришне. Marry nice wife, nice husband. А жениться на хорошей девушке или выйти замуж за хорошего мужчину. They're always very, very kind to each other. И эта пара, они всегда очень добры. Always respecting each other. Уважают друг друга. Supporting each other. Поддерживают друг друга. Then life becomes so inspiring. Жизнь становится такой вдохновляющей. So joyful. Такой замечательной. You tell me? All can engage in Krishna service. Все можно занять в служении Кришне.
But we have to do it properly. Но это нужно делать правильным образом. Yes. Шрила Прабхупада, я хотел запомнить, по поводу азартных игр, что посвятите свою жизнь Кришне и посмотрите, что получится. Как можно занять служение Кришне, желание азартных игр. Prabhu says that Шрила Прабхупада, he once talked about gambling, and he said that just try to surrender your life unto Krishna, and then you see what happens. So there's some amount of risk here. Yeah. Да, это рискованно. Yeah, that's also gambling. Да, это также азартная игра. I don't know what will happen. Непонятно, что там произойдет в людей. Yeah. Anything else? Еще вопрос. А вот в этой истории о бедном брахмане, он должен был все-таки забирать Шримати-Радхарани, как ему предложил Кришна? Что? Должен был забрать? Должен был забрать Шримати-Радхарани, как ему Кришна предложил. In this story about the poor Brahmana, should he take Srimati Radharani as Krishna gave her to him? Should he take Srimati Radharani as Krishna gave her to him? I don't understand. Should he take? Yeah. You understand? Yeah, Krishna Should he gave take? the Srimati Radharani to the Brahmana. So was the Brahmana supposed to take Radharani because she was given as a gift? I explained why he could not take her. I don't understand the question. Я объяснил, почему Брахман не мог взять Шримати Радхарани. Я не понимаю, в чем вопрос. His question is, what was better, to take Srimati Radharani or to take wealth? That's the Maybe his decision to take wealth was worse than to take Srimati Radharani. Вопрос в том, что должен ли был Брахман забрать Шримати Радхарани? Лучше ли это было для него? Выгоднее ли это было для него? Nobody can take Srimati Radharani. Никто не может забрать Шримати Радхарани. Even if he wanted. Даже если бы он хотел. Krishna's pastime. Это была лила Кришны. But still, he promised to give to a Brahmana. Но ведь он пообещал дать Брахману. So that Krishna also took serious. И Кришна к этому серьезно относился. And he thought, if I promise something to a Brahmana and I don't fulfill my promise, I will go to hell, Krishna thought. Кришна подумал, я дал обещание Брахману, если я его не исполню, то я отправлюсь в ад. So, what to do? Krishna was in a dilemma. Что же делать? Кришна была дилемма. Radharani is crying. Радхарани плачет. Certainly I can give her. Конечно, я не могу ее отдать. But I promised. Но я сделал это обещание. So what to do? Что же мне делать? And Krishna is very intelligent. Но Кришна очень разумный. So in this way he found a solution. Таким образом он нашел решение. I heard that Lalita and Vishaka prohibited. Huh? Lalita and Vishaka, they prohibited. They what? Prohibited. Prohibited. No, They didn't allow Krishna to give Radharani as a gift. Yeah, and more then detail. they gave this. Yeah, more detail. У этой истории есть небольшая деталь. Лалита и Вишакха не разрешили отдать Шримати Радхарани. And they are heavy, you know, they're heavy. Они очень такие суровые. Кришна подчинился. Srimati Radharani also sometimes she's also very heavy. Шримати Радхарани тоже иногда может быть очень суровой. One time Krishna wanted to see her. Однажды Кришна хотел ее увидеть. And she was so upset that no, I'm not going to see Krishna. Она была такая не в духе, и она сказала, нет, You can go wherever he wants. отправляйся куда хочешь.
And Krishna didn't know what to do. И Кришна не знал, что ему делать. I want to see her, no. Я хочу тебя увидеть. Нет. She doesn't want to see it. Она не хотела тебя видеть. And Krishna was begging and pleading and begging. И Кришна просил, умолял. You know that famous painting? Есть такая известная картина. Krishna, he never gives away his flute. Кришна никогда не отдает свою флейту. Even when he was a small boy. Даже когда он был маленьким мальчиком. And the elderly gopis sometimes they were bathing Krishna. И старшие гопи, они иногда купали Кришну. And they wanted to take the flute because Krishna always has the flute tucked in his belt. И они хотели забрать у него флейту, а флейта у Кришны заткнута за пояс. And they actually wanted to take it. Естественным образом они хотели ее забрать. Krishna didn't allow him, he didn't put it behind. Но This Кришна не отдавал, но ее прятал за спиной. And in the end, he just threw it to one elder boy. Take care of it. В конце концов, он просто бросил ее одному из мальчиков-пастушков, чтобы он позаботился о флейте. Nobody can take Krishna. Никто не может просто взять флейту Кришны. So attached to his flute. Настолько он к ней привязан. But he surrendered that flute to Radharani. Но он доверил флейту Радхарани. Placed it at her lotus feet. Он положил флейту на ее лотосные стопы. Krishna was ready. Кришна готов был ко всему. And still she turned away. И тем не менее, она отвернулась от него. There's this painting. Есть такая картина. Скажите, пожалуйста, как молодые преданные могут получать с вами личное общение? И является ли это необходимым или достаточно слушать лекции и следовать наставлениям? How young devotees can get personal association with you, or they just have to listen to your lectures. They should listen to Shrila Prabhupada's lectures. А они также должны слушать лекции Шрилы Прабхупады. Is it enough for your disciple to listen to Шрила Прабхупада? Is it enough for your disciples to follow your instructions and listen to your lectures? I'm getting confused now. Я еще раз тогда повторю. Является ли для преданных, которые присоединились к духовному учителю Шрилы Прабхупада Свами, достаточно слушать его лекции, следовать наставлениям книг? То есть и важно ли это личное общение? Is it enough for young devotees who choose you as a spiritual master just to listen to your lectures and follow the instructions in these lectures, or they need some personal association with you? Personal association, it is always limited. Личное общение всегда ограничено, Because I'm only one person. потому что я только один. It's very limited. Общение ограничено. This is why Srila Prabhupada always stressed the importance of Vani over Vaku. Поэтому Шрила Прабхупада всегда указывал на превосходство Вани и Ваку. This is what we learned right away in our early days in Krishna consciousness. Это то, что мы должны усвоить с самого начала. Instructions are more important than physical association. Наставления гораздо более важны, чем прямое общение. Because one day, my physical body will be gone. Потому что однажды мое физическое тело его уже не будет. Then what will the disciples do? И что же тогда будут делать ученики? That day will come. Этот день однажды настанет. Hopefully in 100 years. Ну, я надеюсь, что лет через 100. But it will come. Но однажды он придет. We can't avoid it. Этого не избежать. It will come. Этот момент придет.
And some disciples require more physical association than others. Некоторые ученики нуждаются в большем количестве физического общения, чем другие. Like we have many Srila Prabhupada disciples, they never had physical association with Prabhupada. Например, есть много учеников Шрилы Прабхупады, которые не имели с ним вообще физического общения. But they never felt there's something lacking, something missing in where Krishna consciousness. Но у них никогда не было ощущения, что им чего-то недостает в их сознании Кришны. I have to go somewhere else Что мне нужно пойти куда-то to get this еще, physical association. They never thought like that. чтобы получить какое-то физическое общение. Они никогда об этом не думали. Because they learn from Srila Prabhupada's teachings. Потому что они получают учение, наставление от Шрилы Прабхупады. And association with the spiritual master is a spiritual association. И общение с духовным учителем – это духовное общение. It does not depend on the physical presence. Оно не зависит от физического присутствия. Of course, if the physical presence is there, a disciple must take advantage immediately. Конечно, если физическое присутствие есть, то ученик должен получить от этого блага. But he should not think, I depend on it. Но он не должен думать, что он от этого зависит. That would be a mistake. Это будет ошибкой. Because the physical body is temporary. Потому что тело временно. It's just a fact. Это факт. How can you depend on it? Как вы можете от этого зависеть? You cannot depend on anything which is temporary. Вы не можете зависеть от чего-то, что временно. So that association with the spiritual master must be based on the spiritual platform. Поэтому общение с духовным учителем должно основываться на духовной платформе. And the sincere disciple who is trained in this way, И искренний ученик, воспитанный, обученный таким образом, at one point in his spiritual life, he always feels the presence of his guru. All the time. В определенный момент своей духовной жизни он начинает все время чувствовать присутствие своего духовного учителя. Wherever he is, wherever he goes, he feels the presence of his guru. Где бы он ни был, куда бы он ни отправился, он всегда чувствует присутствие своего гуру. Because he properly understood Потому что он все правильно понимает. what's the basis of that relationship. Он правильно понимает основу этих взаимоотношений. And everything is in Prabhupada's teachings. И на самом деле все есть в учении Шрилы Прабхупады. Why they have to listen to my classes all the time? Зачем вам все время слушать только мои лекции? I just try to repeat what I learned from Srila Prabhupada. Я просто пытаюсь повторить то, что я узнал от Шрилы Прабхупады. You can directly hear from Srila Prabhupada, directly listen to his classes, directly read his books. Вы можете прямо, непосредственно слушать его лекции, читать его книги. But of course, spiritual master, he helps, he assists the disciple in his progress in spiritual life. Тем не менее, конечно же, духовный учитель помогает ученику совершать духовный прогресс. So that's the duty of disciple. Это является обязанностью ученика. To approach the Guru. Обращаться к гуру. If there's a need for further spiritual progress. Если есть потребность в последующем духовном прогрессе. To clarify some misunderstandings, some spiritual issues. Выяснять, обсуждать какие-то дальнейшие духовные вопросы. But even that can also be done in most cases with any senior devotee. Но даже эти вопросы можно решать со старшими преданными. So I'm not stressing too much the importance of physical association. Поэтому я не делаю такого акцента на необходимости физического общения. I'm stressing the importance of studying Srila Prabhupada's books on a regular basis. Я делаю акцент на регулярном изучении книг Шрилы Прабхупады, Listen to his classes. на слушании его лекций. This way, your foundation, the foundation of your Krishna consciousness will become very solid, very strong. Таким образом, основа или фундамент вашего сознания Кришны будет очень крепкой.
Because Srila Prabhupada is the founder Acharya. Потому что Шрила Прабхупада – это основатель Ачарья. He is the preeminent Shiksha Guru in every ISKCON member's spiritual life. Он вечный Шикша-гуру для всех членов ИСККОН навеки. This is what I'm stressing. Вот на чем я делаю акцент. In practice, В практике, на практике. let us practice that Srila Prabhupada is my Shiksha Guru, my preeminent, most important Shiksha Guru. Let me practice that. Давайте практиковать это, то, что Шрила Прабхупада мой вечный Шикша-гуру. Not just in words. Не просто говорить об этом. Yes, yes, of course, I know Srila Prabhupada is founder Acharya. Конечно, я знаю, что Прабхупада Ачарья. But do you understand in practice? Но на практике вы это понимаете? Do you do this every day on a regular basis? Вы это делаете каждый день регулярно? To take Srila Prabhupada's Shiksha, his teachings? Вы принимаете Шикшу Шрилы Прабхупады и его учения? How many hours a day? Сколько часов в день? 10 minutes? 10 минут. How often? Как часто? So let us practice that. Давайте же будем это практиковать. And then, based on that association with our founder Acharya, И основываясь на отношениях с нашим основателем Ачарьей, you additionally benefit from your spiritual master. вы также дополнительно можете получать благо от общения с духовным учителем. Not my guru, my guru, my guru, my guru, my guru, and then we eclipse Srila Prabhupada's position. Не только мой гуру, и мы как бы загораживаем важность Шрилы Прабхупады. Push Srila Prabhupada on the back burner. Мы уводим Шрилу Прабхупаду на задний план. Thinking Srila Prabhupada was your guru. Представьте, что Шрила Прабхупада был бы вашим гуру. He's not my guru. Не мой гуру. All these wrong concepts. Очень много неправильных концепций. Every ISKCON member, every devotee can have a direct relationship with Srila Prabhupada as founder Acharya, direct. Каждый член ИСККОН, каждый преданный может иметь непосредственные прямые отношения со Шрилой Прабхупадой. Not through someone else. Не через кого-то еще. Directly. Непосредственно. By listening to his teachings. Слушая его учения. Studying his teachings. Изучая его наставления. Direct relationship. Непосредственные отношения. Any other thoughts? Еще. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, у меня... В Бхагавад-гите Кришна говорит, что познав высший вкус, человек теряет низший. С чем можно сравнить это духовное счастье и когда именно душа его ощущает? С чем можно сравнить? I answer after her question. Вначале Матаджи задаст вопрос, а потом наш. Answer quickly, otherwise we will answer this one. Это I mean, ask quickly. решение, которое преданный принимает внутри себя, что я хочу предаться Кришне, служить Ему, любить Его. Это его добровольное решение. В то же время вот мы читаем молитвы, да, «Хаха пробу городоя», то есть «Будь милостив ко мне, позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп». То есть, несмотря на то, что душа принимает это решение, она все равно зависима от того, насколько у нее получится предаться или нет, или все-таки, почему такие молитвы тогда? Вопрос все не слышно. Гуру Махарадж в лекции говорит, что решение предаться Кришне, служить Кришне – это добровольное решение конкретной дживы. Но тем не менее, мы, допустим, знаем баджан Харе Кришна Маха-мантру. Пожалуйста, будь милостив ко мне, позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. То есть вопрос в следующем. На самом деле, все-таки мы зависимы от не то, что вот я сама приняла решение предаться, и все, я предалась. Все-таки какая-то есть зависимость, смогу ли я предаться. Поэтому и молитва такая существует. Вопрос в том, что все-таки я зависима от этого решения, от одной свыше. Да. You told in the class that a soul
she takes the decision. What's the question? The question I know what I said in the class, but what's the question? The question is the decision to surrender unto Krishna is our personal decision, or we dependent from this decision from the mercy of the Lord? For example, she says, Haha Prabhu Korodora Dehamora Padachaya. So, is the soul dependent from the mercy of the Lord? Or she can just decide, I want to surrender? That mercy is already manifested in the form of the spiritual master. Милость уже проявлена в форме духовного учителя. Because through the spiritual master, Lord Krishna instructs the living entity how to surrender to him. Потому что Господь Кришна наставляет живое существо о том, как предаться Ему через духовного учителя. Mercy is already manifested, it's already there. Милость уже есть, она уже проявлена. It's not that it's not there and I have to ask. А не то, что ее нету, и я должна ее просить. Krishna already gave you mercy. Кришна уже дает вам эту милость. Already there. Она уже есть. And the living entity has to develop his individual desire. И его существо в то же время должно развивать свое индивидуальное желание принять эту милость. That's the individual desire. That's the freedom of choice. Это индивидуальное желание, это свобода выбора. Yes, I accept that mercy. Да, я принимаю эту милость. Because I want to surrender to Krishna. Потому что я хочу предаться Кришне. Вот эта молитва, зачем тогда Хаха Прабху Городом? Зачем тогда So why there is this prayer, Haha Prabhu Korodora? For what? Если это мое индивидуальное решение, If it's my personal decision. I explained. Но я это уже объяснил, не так ли? I explained. Я это уже объяснил. So what is the translation of that prayer? Каков перевод этой молитвы? О Господи, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью Твоих What is the translation? Please be merciful for me and let me surrender unto your lotus feet. Let me take shelter under your lotus feet. Yeah, of course you cannot just approach Krishna and tell him I surrender to you. Ну, конечно же, вы не можете просто подойти к Кришне и сказать, я хочу тебе предаться. Krishna also has to accept your surrender. Но Кришна также должен принять ваше предание. Again, love. Опять-таки, это любовь. You cannot just walk up to a person, I love you. Вы не можете просто подойти к человеку и сказать, я тебя люблю. It has to be reciprocation. Должна быть ответная реакция. The reciprocation must be there. Ответ должен быть. This is why the devotee he does not just directly approach Krishna. Именно поэтому преданный не просто непосредственно обращается к Кришне. He's begging and pleading Krishna. Он умоляет, просит Кришну to accept his surrender to him. Принять свое предание ему. Not I just surrender, Krishna has to accept. А не так, что я просто предаюсь, а Кришна должен принять. Kindly accept my surrender. Пожалуйста, прими мое предание. That's the mercy. Дай мне свою милость. And again, that mercy is manifested in the form of Guru. И опять-таки, эта милость уже проявлена в форме гуру. See, these are liberated souls. Просто автор этих строк освобожденная душа. But for us conditioned souls, но для нас обусловленных душ. That asking for Krishna's mercy, that means to surrender to Guru. А вот эта просьба предаться Кришне является преданием гуру. That my dear Krishna means my dear Guru. Мой дорогой Кришна. Because we don't have a direct relationship. Мой дорогой Кришна означает «О, мой дорогой гуру», потому что у нас нет прямых отношений с Кришной. That Krishna's mercy, asking for Krishna's mercy, give me your mercy. Он просит милости Кришны, дай мне свою милость.
That means guru, manifestation of Krishna's mercy. It is right there. Это означает гуру, проявление милости Кришны. Asking for Krishna's mercy, Когда мы просим милости Кришны, for Krishna's blessings, благословение Кришны, that means accept guru. это означает принятие гуру. Krishna's mercy is guru. It Милость is Кришны, manifestation of Krishna's mercy. милость Кришны проявляется в гуру. Гуру – это проявленная милость Кришны. So whenever we hear such prayers, Поэтому, когда мы слышим такие молитвы, then we can immediately connect this with guru. мы можем сразу же соединять это с гуру. Because conditioned soul cannot directly approach Krishna. Потому что обусловленная душа не может непосредственно обращаться Cannot к Кришне, directly surrender to Krishna. не может непосредственно предаться Кришне, Only through guru. только через гуру. So that's what we understand from such prayers. Вот что мы должны понять из таких молитв. I think we can. Oh, I have to answer that Хотя question. бы повторите вопрос. Православные говорят, что познав высший вкус, человек теряет высший. In Bhagavad Gita, it is said that when we get higher taste, we lose inferior taste. С чем можно сравнить этот высший вкус духовное счастье и когда оно именно приходит в этот момент? With what we can compare this happiness? С чем мы можем сравнить? With what can we compare this happiness? Can you give some analogy? And when this happiness comes? When does it come? When it comes. Yeah. When happiness comes when it comes. Счастье приходит тогда, когда оно приходит. Individually, we are all individuals. Все мы разные люди, индивидуальности. Some make more advancements, some less advancement. Кто-то более продвинут, кто-то менее, Some slower, some faster. кто-то медленнее, кто-то быстрее развивается. That's superior taste. Это высший вкус. Like a practical example is kirtan. Практический пример – это киртан. So you sit in kirtan and you have practical experience. You have that experience of a higher taste. Вот вы участвуете в киртане, и у вас есть практический опыт этого высшего вкуса. What is the lower taste? Что такое высший вкус? Give me some example of the lower taste. Приведи пример. Низшего вкуса пример. Some attachment. It's an abstract word. Очень абстрактно говорите. Fishing. Huh? Fishing. Fishing. And sometimes you experience when you're in kirtan, you just lose the desire to go fishing. Ну, у вас есть такой опыт, вот вы в киртане поете, и на рыбалку что-то не хочешь. It just disappears. Вот там высший вкус. You just play the cards. Вы играете на городе, и удочки вам не нужны. All of a sudden the desire is gone. И вдруг это желание просто пропадает. Higher taste. Это высший вкус. What else is lower taste? Какие у нас еще низшие вкусы есть? It's a mundane music. Mundane music. Мирская музыка. Sometimes devotees are torn between listening to kirtan or mundane music. Иногда преданные Torn apart. сражаются и просто разрываются на части. То ли слушать киртан, то ли слушать мирскую музыку. But once you are sitting in the kirtan, Но когда вы находитесь в киртане, you practically experience that higher taste. у вас есть практически опыт этого высшего вкуса. Just all of a sudden you forget about that mundane music. You just forget about it. Вы просто забываете о мирской музыке. And some higher experience takes place. И ощущаете высший опыт. And then once the kirtan is over, Но вот когда киртан заканчивается, the mind tends to fall back. то ум начинает возвращаться. This is why we have to do kirtan as much as possible. Поэтому киртан нужно заниматься как можно больше.
24 hours a day. 24 часа в сутки. And then there's some hope. И тогда есть какая-то надежда. Yeah, this is dangerous when there's no taste. Это опасно, когда нет вкуса. Due to anarthas in the heart. Это происходит вследствие анарт в нашем сердце. Material attachments. Материальной привязанности. This can cover the spiritual taste. Это может перекрывать духовный вкус. So we have to do, we have to take to the entire package. Поэтому нужно, в целом подходить к вопросу. You have to practice everything. Мы должны практиковать все. Get up early in the morning. Рано утром вставать. Chant your rounds. Воспевать. And listen to Srimad Bhagavatam. Слушать Шримад Бхагаватам. Only eat prasadam. Принимать только прасад. Not non-offered food. Не принимать непредложенную пищу. Шоколад and all that. What else is not? What else we cannot offer to Krishna? Что еще мы не можем предложить Кришне? Garlic. Чеснок. We have to stop these. Мы должны прекратить. Offer your food first to Krishna. Вначале предлагайте пищу Кришне, And then eat. а потом принимайте. You have to do it. Так нужно поступать. Practice. Практиковать это. Wear Vaishnava clothes, dress as much as possible. Как можно больше носить вайшнавскую одежду. Because when you're in Kali clothes, потому что когда вы в кармической одежде, then it's very easy to mingle, to merge into the non-devotee crowd. Very easy. Очень легко раствориться, так сказать, проникнуть в толпу непреданных. And then you think nobody sees me, nobody's watching me. И тогда вы думаете, никто на меня не смотрит, никто за мной не наблюдает. And then you start looking into the display windows of the shopping centers. Начинаете рассматривать вывески больших магазинов. And of course you want to be a devotee. Конечно, вы хотите быть преданным. Just see what nonsense they have. Просто хочу посмотреть, что вы хотите. Бесполезно. But you're playing with fire. Но вы играете с огнем. Maya's singing her song. Майя поет вам свою песню. Don't play with me, don't play with fire. Не играй со мной. Это как играть с огнем. Wear Vaishnava dress as much as you can. Носите вайшнавскую одежду как можно чаще. Tila, shika, this will protect you. Тила, кашика, все это вас защитит. What else? Evening also. It begins to fade away, the evening program. Также вечерняя программа постепенно, но она исчезает. Evening again, spiritual activities. Снова вечером программа духовная деятельность. You read Krishna book. Читайте источник вечного наслаждения. Before you go to sleep, to bed. Перед сном. Read half an hour Krishna. Полчасика читайте Every evening. каждый вечер. If possible, kirtan also in the evening. А если возможно, киртан вечером. Arti, if you're in the temple, go to the arti. Арти, если вы в храме, приходите на арти. Go to the Bhagavad Gita class. На лекцию по Бхагавад-гите. Every day, morning and evening. Каждый день, утром и вечером. We have to do this. Это нужно делать. Then we develop a higher taste pleasure. Тогда мы постепенно разовьем высший вкус. Because otherwise we are too much associating with the lower tastes. Потому что иначе мы очень много общаемся с низшим вкусом. You cannot avoid. Этого не избежать. Because association is there. Потому что есть общение. And this might again affect us, influence us. И это опять-таки влияет на нас. So even if you have a job, you have to go to work. Даже если вы вынуждены ходить на работу, still if you come back in the evening, опять-таки вы возвращаетесь вечером домой, sit down, садитесь, grab the Krishna book, берите источник вечного наслаждения, read loud if possible, loud reading, читайте вслух громко, not this silent reading and you fall asleep. а не про себя и засыпают потихонечку.
Loud, read loud. Читайте вслух громко. Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Every day, каждый день. Каждый день. Very important. Это очень важно. Then we always remain in Krishna consciousness. Тогда мы всегда будем оставаться в сознании Кришны. Then Maya cannot touch us. И тогда Майя не сможет прикоснуться к нам. As soon as Maya tries to touch such a devotee, Как только Майя пытается прикоснуться к такому преданному, takes up the Krishna book. он берет Кришна Бук. What is this? Что это такое? Again tries to touch the devotee. Она снова пытается схватить преданного. Takes up the beat that Krishna, Krishna. Преданный дает четки. Maya cannot touch. Майя не может прикоснуться к нему. But when a devotee is sitting, Но если преданный сидит, doing nothing, ничем не занят, thinking, думает, then that's dangerous. это опасное положение. Then Maya grabs the devotee by the neck at one point. И Майя в какой-то момент за шкирку схватит такого преданного. Hare Krishna.